Всем привет! Пару дней назад в нашей индустрии поисковой оптимизации произошло событие, которое касается всех разработчиков, стартапов, использующих AI в диалогах с пользователями. Что произошло? Независимый исследователь Дэвид Каницкий ввел Google один там, простой оператор, поисковый запрос, так сказать, и обнаружил, что DeepSeek слил в открытый поисковый индекс тысячи закрытых диалогов своих пользователей. Это можно попасть на сумасшедшие штрафы, негатив в адрес стартапа и много еще чего. Официальных ответов, насколько я знаю, пока еще не получено. Досмотрите это видео до конца, и я вам покажу хотя бы какие-то самые простые настройки, которые вы можете сделать сами без SEO-специалиста. У вас одна такая новость, что если у вас есть кнопочка «Поделиться» на вашем сайте, то прямо сейчас, сегодня, вам точно надо заняться вопросами SEO, так как личные данные ваших пользователей, они могут попасть в индекс любой поисковой системы и стать достоянием общественности, которые за 5 минут способны закрыть ваш сайт или динамический URL отдельный от поисковых роботов. Так вот, это фундаментальная база, которую должен знать вот каждый SEO-специалист. Он настроит, найдет эти страницы, где у вас именно может быть вот такая дыра. Продукты с миллионами пользователей допускают такие вот глупые ошибки. И я понимаю, что иногда SEO-оптимизацию не относят к приоритетным задачам, выдвигают, но потом работу со специалистом в области SEO. И вот я занимаюсь поисковой оптимизацией очень много лет, и я скажу так, что поисковые роботы не только Гугла, вот Bing, Яндекс, в общем, это комбайны, которые, они, если вы не заблокировали явно страницу, прям на уровне сервера, он может ее найти и выложить в выдачу поисковую. Они вполне могут попасть. Вот по закону подлости очень часто нужные страницы как раз-таки, они не попадают в выдачу. Вот. Итак, вот как произошла утечка, собственно, у DeepSeek. Пользователь нажимает в интерфейсе вот DeepSeek кнопку Share со своей ссылочкой, и система генерирует уникальную страницу на поддомене. И показывает, что диалог доступен любому, у кого есть вот эта ссылочка. И Google тоже может перейти по этой ссылке через открытый вот реферер и прочитать вот этот контент и проиндексировать, что, собственно, и произошло. Итак, что практически можно сделать? Это определить, как генерится страница шеринга у вас. Откройте или создайте, если нет его еще, файл robots.txt. В обычном в текстовом файле на компьютере и сохраните в формате txt в корне сайта. Этот документ должен открываться по адресу ваш домен / и robots.txt. Ну, это минимум. В общем-то, специалисты обычно составляют для каждого сайта уникальный robots, прописывают правила для разных поисковых систем. Можно использовать специальный тег, индекс. Но самый надежный метод настроить ваш бэкэнд. Нужно разбираться в этом вместе с программистами вашими и держать это в фокусе и понимать, что для стартапа это не какая-то второстепенная задача. А сейчас откройте вкладку в браузере вашего сайта, вбейте вот в кавычках сайт, двоеточие, ваш сайт, и проверьте, не висят ли в выдаче в Google, например, ваши тестовые страницы. Админка, личные кабинеты. Это относится к любому сайту, это не только к стартапу, который какие-то решения использует. Просто вот посмотрите, нет ли там чего-то, что не должно быть, и быстренько исправьте. Если вы фаундер стартапа, разработчик, и хотите быть уверены, что ваш продукт полностью защищен, я могу помочь вам с этим. Также, если вам нужен комплексный аудит поисковой архитектуры и безопасности вашего стартапа, оставьте заявку на моем сайте, и я свяжусь с вами, мы обсудим ваш проект.